Как сделать идеальные бесшовные текстуры за 30 секунд с помощью нейросети Midjourney? Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. И в этом видео я расскажу про идеальные фотореалистичные текстуры и как легко и просто сделать такие, используя нейросеть Midjourney. Для этого нужно просто добавить к своему запросу dash tail. Tail значит черепица. По такому запросу Midjourney будет генерировать идеальную бесшовную текстуру. Что значит бесшовно? Это значит, что низ этой текстуры можно идеально подставить к ее верху, и ваш глаз не увидит границы. То же самое касается левой и правой стороны. Подставляю точную копию текстуры справа и слева, и она сливается в идеальную единую поверхность. К сожалению, работает параметр tile только в версиях в первой, второй, третьей версии, также в версии тест и тест P. Смотрите, если я пишу imagine, дальше какой-нибудь запрос, допустим, и ставлю dash tile, то получаю сообщение, что dash tile несовместимо с четвертой версией. Поэтому в четвертой версии это не работает. Но работает в третьей и работает в версиях тест и тест P. Для того, чтобы ее использовать, нужно либо тогда в сеттингах указать, что мы будем использовать одну из версий тест-тест-тест, либо тест-тест-P, либо третью. Да? Пишем сеттинг, нажимаю Enter. И здесь вот можно переключиться с четвертой версии на третью, допустим, вот так. Ну, либо вот на эти вот две, MG-тест и MG-тест-фото. Я вернусь на четвертую версию. Мне так удобнее. И для того, чтобы использовать tail, я буду просто в самом запросе указывать версию через dash v пробел и дальше версия 3. Либо пишу dash тест. Вот так. Либо тест P. Итак, давайте экспериментировать. Итак, набираю slash imagine и дальше свой запрос. Допустим, мне нужна текстура льда. Я набираю запрос и добавляю в конце dash-tile и dash-v пробел 3. То есть я буду использовать третью версию. Нажимаю Enter и жду несколько секунд. Вот то, что мне предлагает Midjourney. 4 варианта. Здесь то же самое. Можно использовать один из вариантов для того, чтобы сделать еще 4 варианта. Они точно так же будут бесшовные, и можно выбрать один для того, чтобы его апскейлить. Мне вот нравится первый вариант. Нажимаю U1, и дальше Midjourney его начинает рисовать в увеличенном масштабе. Вот такой сервис я вам предлагаю для того, чтобы проверить текстуру на бесшовность. Здесь нужно просто взять готовую текстуру, перетащить ее в это окно, например, так. И дальше можно изменять масштаб, делать крупнее, делать мельче. Эта текстура тоже сделана в Midjourney, золотая поверхность. И, как мы видим, мы не видим границ квадратиков. Она слилась вся в едино. Поверхность льда моя готова. Я нажимаю сначала на саму картинку, затем открыть в браузере. Затем нажимаю правой кнопкой мыши и нажимаю «Сохранить изображение в загрузке». И иду вот на этот сайт, где можно проверить текстуру на бесшовность. Беру свою текстуру льда, перетаскиваю ее сюда, отпускаю, и вот смотрите, у меня получилась идеальная ледяная поверхность. Здесь, конечно, повторяющиеся элементы, но на то она и текстура. Это ее главный принцип — состоять из повторяющихся элементов. Здесь все правильно. Здесь мы не видим стыков ни сверху, не видим границ рисунка, да, сверху, снизу, справа, слева. Все это выглядит единым целым. Дальше, как делаю я? Эту текстуру можно дальше немножко усовершенствовать. Здесь есть кнопочка «Ремастер». Вот эта кнопочка
в Midjourney означает, что он перерисует эту текстуру, используя новые версии. Если я ее нажму, он перерисует эту текстуру в версии тест. Нажимаю на кнопочку ремастер. Midjourney начинает свою работу, и сейчас он предложит два варианта. Не 4, а только два. Ну, потому что версия тест требует больше, по-моему, минут, что ли, его запроса, что-то такое. Поэтому он предлагает только два варианта. Они будут очень похожи на первый вариант, но немножко все-таки будут отличаться. Все, готовы мои текстуры. И опять-таки можно их апскейлить. Апскейлю второй вариант, вот этот вот. И вот готовая текстура. Она не точно такая же, как была. Она похожа, но она более качественно прорисована вот в этой версии тест. Также я предлагаю включить сеттинги и в сеттингах включить Remix мод. И с помощью включенного Remix мода эту текстуру можно перерисовать в фотореалистичной версии. Стираем креатив и добавляем P в конце. Снова нажимаю «Отправить». И получаю уже третий вариант той же самой текстуры, только уже в версии тест P. Снова его апскейлю. Ну, для сравнения сделаю все три варианта в трех версиях, в которых возможно использовать этот параметр tile. Они все будут бесшовны, но будут немножко отличаться своим качеством. Ну и вот три версии одной и той же текстуры. Это версия 3, это версия тест и самая последняя тест P. Они все бесшовные, они все сходятся слева-справа, снизу сверху. Бесшовных текстур я пока тренировалась, наделала очень много, и я вам все свои удачные запросы и варианты оставлю внизу под видео, в описании и в закрепленном комментарии. Есть у меня еще вот такая текстурка. Здесь я просила его сделать пиццу из томатов и ананаса, по-моему, да. Есть еще текстурка. Смотрите. Это розовый мех. Здесь тоже все прекрасно сошлось. Идеально получилось. Или вот такой, смотрите. Это был зеленый мех. Максимум его. И вот он минимум. Получается такой со складочками мех. Версию 4 использовать для создания бесшовных текстур нельзя, но есть несколько лайфхаков, которые я вам сейчас покажу, для того, чтобы задействовать в этом четвертую версию, потому что она мне нравится больше всего. Наверное, она всем нравится больше всего. Итак, снова пишу Imagine, и здесь делаю такой запрос. Я пишу зеленый лед, поверхность, текстура, tile. То есть здесь не dash-tile, а просто слово tile. И нажимаю Enter. По умолчанию у меня используется четвертая версия, и сейчас он мне сгенерирует мой запрос в четвертой версии. Одно но, это будет не бесшовная текстура. Она будет очень похожа на бесшовную, но швы и края вы все-таки в ней увидите, если я буду ее проверять на бесшовность. И вот готов. Смотрите, какая вкусная зеленая поверхность льда. Мне нравится, допустим, четвертый. Делаю его upscale. Вот она текстура, она готова. Напоминаю, это версия 4. Сохраняю ее в загрузке. Иду проверять. И здесь мы видим границы. То есть это не бесшовная текстура. Да? Он, конечно, постарался. Тоже хотел нам угодить, но не получилось. Возвращаюсь сюда. И здесь можно сделать эту же текстуру, но переделать ее в версии Test P и добавить dash tile. Смотрите, нажимаю Make Variation. Здесь у меня включен Remix мод в сеттингах, поэтому возникает вот такое окно. Стираю V4, пишу Tile dash Test P и нажимаю Отправить. Жду несколько секунд. И вот мои кубики льда готовы. Мне нравится второй вариант.
Давайте его заапскейлим. Да, немножко отличается от того, что предложила 4-я версия, но здесь она будет бесшовная. Это будет абсолютно бесшовная текстура льда. Итак, текстура готова. Открываю в браузере, сохраняю в загрузке и иду проверять на бесшовность. Да, это была версия 4. И теперь смотрите, мы переделали эту картинку в версии TestP. И вот она, идеальная текстура, да, границ больше нет. Выглядит этот кубик тоже фотореалистично, сочно, ярко. Смотрите, какая красота получается, да. Если мы просто, вот, если просто взять вот этот запрос, скопировать без всех этих премудростей 4-й версии, написать Imagine, вставить и попробовать сразу его сделать в версии TestP. Смотрите, что будет. И вот что получается, если я просто сразу использую версию TestP. Такой сочной картинки у меня по этому запросу не получилось. Здесь, конечно, была лишняя тайл. Сейчас я ее сотру, попробую еще раз. Опять же, на V4 не обращайте внимания, он ее сейчас не использует. Он сейчас использует версию TestP. Это у него какой-то баг тут. И вот что я получаю на выходе при использовании того же самого запроса. Согласитесь, что вот это намного больше похоже на текстуру льда, намного вкуснее выглядит и намного интереснее. Точно таким способом я создала, ну, допустим, вот такую золотую текстуру каретной стяжки, потому что ни 3-я версия, ни версия тест, ни TestP вообще не знает, что такое каретная стяжка, а вот 4-я версия ее знает, и она ее нарисовала, а уже в следующей версии я сделала ее бесшовной, сделала из нее текстуру. Здесь мне, конечно, не все нравится, мне нравятся вот эти вот кругляши, как-то они кривовато нарисованы, но в принципе каретная стяжка получилась. Также я сделала вот такие зеленые кубики, используя этот же самый способ. Вот такую красную мозаику тоже я сначала использовала версию 4, а потом уже из нее сделала версию TestP. Вот этот красный кубик и эта розовая текстура льда у меня тоже сделана таким же способом. Мне очень нравится этот способ. И еще хочу предложить один вариант использования текстуры, но уже из примера. Допустим, вы хотите поверхность дерева или мрамора, и вы не знаете, как описать ее словами, но у вас есть пример. Иду на сайт freepik.com и ищу, например, мрамор. Да? Мне нравится вот такой. Нажимаю скачать. И теперь я могу использовать эту текстуру как пример. Загружаю ее на Discord. Вот эту ссылку я копирую. И затем вставляю свой запрос. Пишу Imagine. Дальше вставляю ссылку. Нажимаю пробел. Добавляю Marble. Дальше добавляю dash tile. И дальше нужно указать версию. Смотрите, я бы хотела, конечно, сделать тест или TestP, потому что 3-я версия мне не очень нравятся ее результаты, они какие-то не фотореалистичные. Я пишу dash TestP, нажимаю Enter и получаю, что, в общем, тест или TestP несовместим с запросом, в котором есть изображение. То есть он не хочет делать мне текстуру из готового изображения. Поэтому мне все равно придется делать этот запрос, но в 3-й версии. Давайте я его просто скопирую. Нажимаю Imagine, вставляю, TestP стираю, пишу V3 и жду. Так, что-то не очень похоже на первоначальную картинку. Dash и V5. Давайте сделаю так. Pink Marble, dash и V5. То есть влияние картинки на готовый результат я просто увеличу. Поставлю коэффициент 5. И посмотрим, что из этого выйдет.
что здесь он сделал просто черный. Мне такой не нравится. Ну и вот, допустим, готов мой запрос. Мне, допустим, нравится 4-я версия. Здесь больше розовых цветов. Делаю опять upscale. Вот что я получаю. И нажимаю на кнопочку ремастер. И тем самым у меня получится текстура от картинки в версии тест креативы. Она будет немножко другой, конечно, но все равно она будет приближена к вот этому варианту. То есть сделать текстуру в версии тест или тест P, используя какой-то пример, какое-то примерное изображение, вполне возможно. Ну, допустим, вторую. А вот эти варианты он мне нарисовал по тому же самому изображению по запросу Marble Seamless Pattern. И это версия 4. Использовать, допустим, первый вариант. Вот такие вот слои мрамора у меня получились. Примерно такой вот я и хотела получить изначально, только с розовыми разводами и золотыми прожилками. Ну, вот такую мраморную текстуру как бы создала версия тест P. Ну и вот такие текстуры создала версия тест креатив. Не знаю, похож ли на мрамор, но на какой-то спил какого-то камня очень даже похоже. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Надеюсь, что вы узнали из него что-то новое и полезное. Заранее спасибо за ваши лайки, за то, что пишете комментарии и подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание. Пока-пока.